Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я бы хотел вам показать байопики, то есть биографические фильмы, которые есть у меня в коллекции. Этому будет посвящено несколько видео, и в данном видео я хочу показать вам все байопики, в названиях которых прямо указаны главные герои, то есть получается у нас заглавные герои, речь о которых и идет в данных фильмах. У меня достаточно много таких картин набирается, и поэтому я снял о них видео. Итак, начнем. И первый фильм будет про известных людей из древнего мира. Первый это у нас фильм Стэнли Кубрика «Спартак», где в роли Спартака у нас выступил Кирк Дуглас, он сыграл данную роль. Также у нас здесь сыграли Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, Чарльз Лоттон и Питер Устинов. Такая вот картина, которая выиграла несколько премий «Оскар». Представлен у меня на Blu-ray. Также фильм выходил в русском формате 4К. Но пока у меня в таком вот формате обычном Blu-ray представлен данный фильм. Такое вот издание. Sony Dats, все нормально. Фильм «Спартак», фильм Стэнли Кубрика. И, кстати, это единственный фильм Стэнли Кубрика, в котором он выступил только в качестве режиссера, а также единственный фильм Стэнли Кубрика, в котором есть русская звуковая дорожка на Blu-ray. Все остальные фильмы Стэнли Кубрика идут без русской звуковой дорожки, только с субтитрами, если бывает. Такой вот фильм про известного предводителя восстания рабов в Древнем Риме Спартака. Картина Стэнли Кубрика. Идем далее. Следующий фильм тоже про деятелей из древнего мира, про последнюю царицу Египта, которую звали Клеопатра, известный пеплум из 60-х годов. Здесь у нас в роли Клеопатры снялась Элизабет Тейлор. Картина выиграла 4 премии «Оскар». Такое вот издание. Здесь 2 диска. Фильм длинный, поэтому картину разделили на 2 части. И на каждом из дисков по одной половине фильма представлены. То есть фильм идет 4 часа. Такая вот длинная картина. То есть там часть фильма и дополнительные материалы на каждом из дисков. Такой вот фильм биографический про последнюю царицу Египту Клеопатру. Такая вот картина. Далее, следующий фильм биографический посвящен известному австрийскому композитору и музыканту, которого звали Вольфганг Амадей Моцарт. И ему посвящен фильм Милоша Формана, который называется «Амадей», который представлен у меня в формате 4К в таком вот издании. Фильм Милоша Формана выиграл 8 премий «Оскар», включая «Оскар» за лучший фильм. Издание достаточно свежее, вышло только в этом году, в начале этого года, в формате 4К. И здесь представлен только один диск, только диск формата 4К, на котором есть дополнительные материалы. Такой вот фильм про известного австрийского композитора и музыканта 18 века Вольфганга Амадея Моцарта. В формате 4К представлен он у меня. Фильм «Амадей». Издание без русского языка. Далее следующая картина. И это еще один обладатель премии «Оскар» за лучший фильм, который называется «Оппенгеймер». Фильм Кристофера Нолана, который принес ему 2 «Оскара» за лучший фильм и за режиссуру. Также он принес «Оскар» исполнителю главной роли Киллиану Мерфи и исполнителю мужской роли второго плана Роберту Дауни-младшему. Картина рассказывает про известного американского физика, создателя ядерной бомбы, которого звали Роберт Оппенгеймер. Такое вот издание в формате 4К британское. В этом издании фильм на 3 дисках, точнее здесь 3 диска. Фильм в формате 4К,
фильм на Blu-ray, а также дополнительные материалы к фильму, которые не вошли на основной диск. Такой вот фильм Кристофера Нолана про американского физика Роберта Оппенгеймера. Издание также без русского языка. И, наконец, третий фильм в формате 4К, биографический, который появился у меня совсем недавно. Это картина, которая называется «Феррари». Последний на сегодня фильм Майкла Манна. Фильм рассказывает про известного итальянского автоконструктора, предпринимателя, также занимался и гонками, Энцо Феррари. Этого Энцо Феррари в данном фильме сыграл актер Адам Драйвер. Также снялись здесь Пенелопа Круз, Шейлин Вудли. Такой вот фильм Энцо Феррари. Издание итальянское. Здесь два диска. Диск 4К и диск Blu-ray. Blu-ray залочен на регион Б. Такой вот фильм про итальянского автоконструктора Энцо Феррари. Далее идем к следующему фильму. И это картина режиссера Дэвида Лина, эпическая, посвященная известному британскому археологу, путешественнику, а также шпиону, полное имя которого Томас Эдвард Лоуренс, но который известен под прозванием Лоуренс Аравийский. Данный фильм тоже выиграл много Оскаров, здесь видим 7. Это венгерское издание данного фильма. Картина известная. Здесь видим внутри такой вот внутренний арт с пустыней. И это еще один байопик в моей коллекции про американского, про британского археолога-путешественника Лоуренса Аравийского. Идем далее. И следующие несколько картин будут посвящены творческим личностям. Первый из них — это фильм про известную мексиканскую художницу, которую звали Фрида Кало, и ей посвящен фильм «Фрида», где роль этой самой Фрида Кало сыграла Сальма Хайек. Также здесь у нас сыграли Альфред Молина, Джеффри Раш, Эдвард Нортон и Антонио Бандерас. Данная картина номинировалась и выиграла некоторые награды. Такая вот картина известная, посвященная этой самой художнице, которую звали Фрида Кало. Фильм называется «Фрида». Далее, следующий фильм, посвященный известному американскому музыканту, которого звали Рэй Чарльз, и ему посвящен фильм под названием «Рэй». И этого Рэя Чарльза в данной картине сыграл актер Джейми Фокс, который за данную роль выиграл премию «Оскар». Видим, этот музыкант был слепым. Такая вот накатка. А снял данную картину режиссер Тейлор Хэкфорд. Такой вот фильм про американского музыканта Рэя Чарльза. Фильм под названием «Рэй». Далее следующий фильм про древнерусского живописца, которого звали Андрей Рублев, а картину про него снял известный режиссер Андрей Тарковский. И в роли этого самого Андрея Рублева здесь у нас снялся актер Анатолий Солоницын. Одна из известных картин Тарковского. Вот она. И данный фильм является биографическим про данного русского живописца древнерусского. Картина Андрей Рублев. Идем далее. Следующий фильм про известного кинорежиссера, который также сам снимал фильмы.
и выходил биографический фильм про этого режиссера, который называется «Хичкок». Как можно понять из названия, фильм про Альфреда Хичкока. Здесь рассказывается про события, про то, как он снимал «Психа». И здесь в роли этого самого Альфреда Хичкока снялся актер Энтони Хопкинс. Здесь также снялись Хелен Миррен, Скарлетт Йоханссон, Тони Коллетт, Дэнни Хьюстон, Джессика Билл, а также Джеймс Дарси. Такое вот издание, такой вот фильм. Фильм под названием «Хичкок». В роли Хичкока Энтони Хопкинс. Идем далее. И следующая картина посвящена известному американскому президенту, который руководил США во время гражданской войны 60-х годов 19 века. Этого президента звали Авраам Линкольн, а картину про него снял известный режиссер Стивен Спилберг. В роли Линкольна в данной картине снялся Дэниел Дэ-Льюис, и за данную роль Дэниел Дэ-Льюис получил свой третий и последний на сегодня Оскар. Фильм «Линкольн». Такая вот картина. Такой вот фильм. Фильм про американского президента Авраама Линкольна. Идем далее. И следующая картина также посвящена представителю американской власти. И на этот раз это первый директор ФБР, которого звали Джон Эдгар. Точнее, Джон Эдгард Гувер. И про него снял фильм известный режиссер Клинт Иствуд. И в роли этого директора ФБР здесь у нас снялся Леонардо Ди Каприо. Данный директор ФБР первый очень долго руководил этим бюро. Поэтому фильм про него получился достаточно интересный. Фильм «Джон Эдгар». Картина Клинта Иствуда. Далее, следующая картина, точнее, следующих две картины посвящены одному и тому же человеку, а именно это Стив Джобс, известный американский предприниматель, один из основателей компании Apple, и про него у меня есть два фильма. Первый фильм, где у нас Стива Джобса сыграл Майкл Фассбендер, который снял Дэнни Бойл. Видим, автор сценария Аарон Соркин. Такая вот картина. Стив Джобс. Но также есть и другой фильм с ним. Точнее, про него у меня в коллекции, где этого самого Джобса сыграл Эштон Кутчер. Такая вот картина. Джобс «Империя соблазна». Видим, Джобс «Империя соблазна». То есть два таких вот фильма про одного и того же человека, а именно про американского предпринимателя и одного из основателей фирмы Apple Стива Джобса. Таких вот две картины. Идем далее. И следующий фильм. Вот у нас также снял Клинт Иствуд, который на русском языке в названии не имеет имени главного героя, но в оригинальном названии Салли этого фильма по-английски, есть прозвище главного героя в данном фильме, а именно американского пилота, который сумел посадить самолет в Гудзонском заливе. И этого американского пилота зовут Чесли Салленберг, и его прозвище Салли. И в роли этого Салли здесь у нас снялся Том Хэнкс. Фильм Клинта Иствуда. Картина неплохая. Фильм «Чудо на Гудзоне» или в оригинале «Салли». Далее. Следующие несколько фильмов будут также уже про не таких известных людей, но тоже про них сняли байопики, сняли такие вот фильмы. И следующий фильм в таком вот чешском издании — это у нас «Орел Эдди», в котором рассказывается про британского лыжника
с трамплина, которого звали Эдди Эдвардс. На самом деле настоящим имя Майкл Эдвардс, но все его звали Эдди. И прозвище у него было Орел. То есть он пытался и попал на Олимпийские игры, британский лыжник за многие годы, но не совсем удачно он прыгал. Далеко не прыгал, но запомнился людям. И из-за него были введены в этом спорте некоторые изменения по доступу в Олимпийские игры. Такой вот внутренний арт у данного биографического фильма. Такой вот фильм «Эдди Орел». И этого Эдди Эдвардса снял режиссер, которого зовут Декстер Флетчер, а в роли Эдвардса есть у нас Таран Эджертон, а ему здесь помогал помощника сыграл Хью Джекман. Такая вот картина «Орел Эдди». Идем далее. Следующий фильм также посвящен спорту, и который также основан на реальных событиях. Это у нас картина «Тоня против всех», или в оригинале «Я Тоня», которая рассказывает про американскую фигуристку Тоню Хардинг, которая известна тем, что чтобы ее соперница не попала, приказала избить свою соперницу, и в итоге все это обнаружилось, и сама эта фигуристка никуда не поехала. Тоня Хардинг, фильм «Тоня против всех». И здесь эту Тоню сыграла Элисон Дженни. Также в данном фильме снялись Марго Робби, Себастьян Стэн. Такой вот фильм. И осталось еще 3 картины. И идем далее. И следующий фильм, биографический байопик, посвящен американской правозащитнице экологической. Это фильм Стивена Содерберга под названием «Эрин Брокович», который основан на реальных событиях. А эту самую Эрин Брокович, американскую правозащитницу, здесь сыграла актриса Джулия Робертс. Это германское издание, немецкое издание с русским языком. Такой вот фильм. Также биографический. Эрин Брокович. Далее еще один фильм также про женщину. И фильм этот называется «Джой». В роли этой Джой у нас здесь снялась Дженнифер Лоуренс. Также снялись Роберт Де Ниро и Брэдли Купер. И фильм рассказывает про американскую предпринимательницу Джой Мангана, которая придумала автоматическую швабру. Такой вот фильм под названием «Джой». И, наконец, последний фильм, который я хотел вам сегодня показать, биографический, который на реальных событиях основан. Это фильм от режиссера Пола Гринграсса. И фильм называется «Капитан Филлипс». В роли этого капитана Филлипса Том Хэнкс. А сам капитан Филлипс — это у нас Ричард Филлипс, капитан судна, моряк, который был захвачен сомалийскими пиратами. То есть эта вот история известная. И про эту историю был снят такой вот фильм, который называется «Капитан Филлипс». С Томом Хэнксом в главной роли. Такая вот накладка диска простая. И это был последний биографический фильм на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.